поговорим про лошадиные шеи. Жорочка, подвинься немножечко. Смотрите. Начнем с того, что у лошади есть затылок. Здесь у нее идет задний угол ганаша, а вот здесь у нее идет ветка атланта, первого шейного позвонка. И мы попробуем вставить между ними два пальца. У него два пальца помещаются, с трудом, но помещаются. Это неплохой затылок. Если два пальца не входит, а входит только один, а иногда и он с трудом, это значит, что у лошади короткий затылок. Это значит, что при работе с лошадью нужно это учитывать. Это все можно изменить анатомически, но это требует времени, и это требует работы только исключительно на свободе, чтобы лошадь могла сама регулировать степень сдачи в затылке и другие вещи. У меня мой самый первый конь, у него был очень короткий затылок, но за несколько лет работы со сбором и с остальным у него стало входить не просто два с половиной пальца, потому что кости немножечко сместились относительно друг друга. И это стало замечательно, и он прекрасно работал в сборе, со сданным затылком и не имел никаких проблем. Если же у лошади очень длинный затылок, допустим, 3 пальца и больше, иногда бывает, редко, но бывает, это не очень хорошо, потому что у лошади нестабильный затылок, и ей сложно. Это уже для человека представляет сложности, потому что работать с излишне подвижным затылком это тоже не очень удобно. Оптимальный затылок — это когда свободно ходит 2 пальца. Дальше, на что следует обратить внимание, я не буду вдаваться во все нюансы, я расскажу только то, что нужно знать любителям и хозяевам лошадей, а не профессионалам. Следующее, на что следует обратить внимание, если у лошади какие-либо спазмы. Видите, у него вся шейка ровная, даже, конечно, тут мех зимний у нас, поэтому вам придется поверить мне на слово, что у него здесь нет никаких спазмов, никаких выделенных мышц. Вот если у лошади есть какие-то выделенные, прям вот видно, мышцы или впадинки или еще что-то, это значит, у лошади есть проблемы. Ни в коем случае это не говорит о том, что все на лошади нужно ставить крест, но с этим надо что-то делать. Идеально, конечно, это работа массажиста. Но если у вас нет такой возможности, вы можете сделать некоторые упражнения. Во-первых, например, когда мы что-то делали, как в машине, я устаю всегда, я прошу вот так вот лошадь делать, то есть лишний раз лошадь разминается. На переднем крае тоже вот так вот совершенно разминается. Молодец. И одно отдельно сегодня покажу упражнение, которое тоже хорошо помогает лошади. Да, ты умничка. Давай. Вот так. Кукушки делаем. Вот так. То есть начинаете вы с того, что просто угощаете лошадь сбоку. Постепенно вы просите лошадь угощаться все дальше и дальше. Да, чтобы лошадь тянулась. Это очень хорошо разминает. Обратите внимание, я перешла на другую сторону. У меня Жора уже, конечно же, это умеет. Делает это очень индивидуальное упражнение. То есть, грубо говоря, лошади ничего не надо делать, но она при этом получает угощение. Постепенно вы можете начать пропускать угощение, давать его не каждый раз, но на самом деле степень, насколько далеко лошадь заводить голову. Далее это все уже зависит от конкретной ситуации, конкретной лошади. Чем больше у лошади проблем, тем больше различных упражнений на шею ей нужно делать. Вот я прошу сейчас тянуться к колену. Сейчас я попрошу его потянуться к маклаку. Это разные упражнения, разная нагрузка. Сейчас я могу попросить его потянуться к копыту. Вот, молодец. И это все замечательные упражнения для шеи. Если у лошади есть какие-то спазмы, если у лошади есть какие-то проблемы, то обязательно нужно шею поразминать. Давай, еще потянемся. Вот. Вот это упражнение, скажи, много-много угощаешь, и ничего не надо делать. Так, зайка, молодец. Вот. Вот. Вот так. Пусть он уже умеет прекрасно делать его и без угощения. Да, не надо. Но, разумеется, чтобы так научить, нужно
обычных упражнений с угощением. Это хорошее упражнение для шеи, помимо остальной работы. Но она очень хорошо разминает шею и помогает снять в том числе и спазмы. Конечно, молодец. Тоже можно использовать и массажеры, и разминку руками. Если у вас будет интерес, вы спросите, я расскажу, как разминать руками, на что обращать внимание. Ну а пока вот такое вот простое очень упражнение, которое может делать каждый со своей лошадью. Разумеется, начинать лучше на недоустке. Но у меня уже кони обученные. Смотрите, как начинать на недоуске заниматься с лошадью. На наш бусинка, бусинка, бусинка. Смотрите на нашем канале другие видео, там все очень подробно рассказано. Спасибо за внимание. Всего хорошего.